10. Вы знаете, это очень классный псалом. Действительно классно. Действительно, если вы пришли сегодня сюда, то вы, надеюсь, уйдете отсюда действительно с большим благословением, наполненными надеждой, наполненными знаниями, наполненными видением того, как видит Бог. И вот сегодня я хочу, чтобы мы действительно углубились в этот псалом. Поэтому давайте с вами читать. Итак, начальнику хора, псалом Давида. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Знаете, на первый взгляд, кто может по этому стиху одному сказать, что здесь автор пытается нам сказать? Так по одному стиху очень сложно, как говорится, что-то понять. Поэтому давайте прочитаем еще один. Давайте прочитаем еще один стих и посмотрим. «Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». То есть уже из этого стиха становится более-менее понятно, что автор опять находится в переживаниях. Это псалом Давида, как мы знаете, первые псалмы, которые мы читали, это были псалмы Давида и опять же псалом Давида. То есть в данном случае второй стих нам немножко приоткрывает завесу того, что происходит с автором этого псалма. Да? То есть он опять сетует или жалуется, или вопиет Богу в том, что люди неправедные, люди нечестивые, люди злые пытаются сделать или построить ему козни, пытаются его опять же сломить физически, да? И он говорит, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Да? Опять же, интересный контраст. Они во тьме. Нечестивые обычно замышляют все во тьме. Находясь в духовной тьме, да, они обычно строят свои планы и исполняют их во тьме, чтобы другие их не видели. Да? И вот когда Иисус пришел, да, написано в первой главе Евангелия от Иоанна, что Он пришел, Он был свет. Да? Но люди были злые, и потому они избрали тьму. Да? Они избрали, то есть зло ассоциируется с тьмой и наоборот. Нечестивые строят планы во тьме, действуют во тьме, чтобы их никто не видел. Помните, мы даже с вами говорили, да, что часто нечестивых людей даже не нужно обличать. Да? Не нужно обличать, потому что они прячутся, делая злые дела, скрываются, делая злые дела, опять же, уединяются, замышляя какие-то планы, чтобы их никто не видел. То есть, делая это, они сами понимают, что они делают что-то плохое, чтобы их никто не видел. Да? Поэтому часто таких людей даже не нужно обучать. Их совесть сама в них уже говорит, да, что это что-то плохое, потому им нужно уединяться, им нужно прятаться, им нужно скрываться. Но что говорят Давиду другие люди? Другие люди, видя это, говорят Давиду или дают такой совет. Улетай на гору вашу, как птица. Они ему говорят, слушай, другими словами, Давид, смотри, что творится. Против тебя собралась шайка, против тебя собралась какая-то плохая компания людей, которые замышляют что-то, нечто плохое для тебя. Поэтому убегай. Естественно, да, даже есть такая пословица, когда бьют, что? Беги, да, дают, бери, да. То есть бьют, беги. Так они ему говорят, Давид, смотри, для тебя единственное спасение убежать, улететь. Как у нас говорят, смыться куда-то, да, то есть, чтобы не быть там, потому что по-другому тебя достанут, тебя все-таки в конечном итоге добьют. И знаете, это естественно, это нормально, да, с точки зрения человека, мы только с вами говорили, да, что если тебе угрожают, тебя пытаются, как говорится, убить или догнать, или что, естественно, нужно прибавить ходу, нужно собрать чемоданы. И так было, дорогие мои. Это не то, что какой-то там пример, знаете, такой отдаленный, какой-то абстрактный. Это было. И мы с вами были свидетели этому. И до сих пор мы с вами свидетели, живя в Молдове.
читайте статистику, опять население Молдовы все больше и больше уменьшается. В Кишиневе превысила смертность, да, нам говорят, и каждый год Молдова теряет все больше и больше жителей. Почему? Потому что люди убегают, люди видят обстановку, люди понимают, что нету будущего, люди понимают, что нету никакой надежды, и люди убегают. Но, к сожалению, они это делают без Бога, им кажется, что там, куда они поедут, там будет лучше, потому что кому-то другому, их соседу, их брату, их свату, и кому-то другому, там было лучше. Они устроились, они себе там, как говорится, приобрели материальные богатства, они там встали на ноги, и другим тоже кажется, что там им будет лучше. И знаете, ладно, если мы говорим о людях, знаете, как бы обычных, ну понятно, да? Но есть люди верующие, люди, которые вот ходили в церковь, да, и им показалось, особенно в 90-е годы, когда открылись границы, что вот там на Западе, опять же, трава зеленее, все радужнее, и они многие сорвались отсюда, с насиженных мест, может быть, прожив многие годы, ну, можно сказать, в бедноте физической, кто-то, может быть, сильно подвергался гонению, уже более такое старшее поколение, но они, как они говорили, ради детей поехали туда, думая, что там они заживут. И, конечно, некоторые, может быть, и зажили. Знаете, как по первости, когда приезжали первые наши иммигранты, их встречали с распростертыми руками. Значит, даже есть история о том, что люди приезжали уже в дома, готовые, там уже было все, и чуть ли постели были убраны, да, и все было уже, как говорится, и в шкафах, и в кладовках, все, их встречали с распростертыми руками, все давали. И знаете, это все манило других. Они, конечно же, приезжали туда, писали обратно. Сначала были письма, потом звонки, потом эти электронные вот, письма. Вы знаете, здесь, вау, богатство, здесь тебя принимают как царя. И люди, знаете, как говорится, повалили, оставляли дома тут продавали, и бизнеса продавали, и еще что-то продавали. Многие все, как говорится, попродавали и туда поехали. Но, к сожалению, далеко не все, которые поехали туда, Саша, можно водички, может быть, человеку? Не все, которые поехали туда, они там прижились. Не все, которые поехали туда ради детей, увидели своих детей там счастливыми. К сожалению, очень многие увидели совершенно другое. Кто-то потерял своих детей, кто-то до сих пор плачет по своим детям, кто-то молится по своим детям, потому что дети не оценили, дети не поняли, дети влились в ту культуру и так далее и тому подобное. Многие, к сожалению, влезли в долги, многие, как говорится, влезли в другие разные моменты. И это все послужило к их падению. Да, и теперь, может быть, многие жалеют много раз, что сделали этот шаг. Потому что, почему? Послушались тех людей, которые говорили, улетай, убегай, там лучше, смотри, как у нас. Мои вы хорошие. Как мы склонны слушать людей. Как мы склонны иногда слушать даже людей, которых мы уважаем, которых мы знаем, даже иногда родителей. И даже мы с вами иногда бывает тоже говорим другим своим детям, смотри, вот там тебе нужно строить жизнь, тебе нужно подниматься, тебе нужно зарабатывать то, тебе нужно зарабатывать то, тебе нужно ставить все разные возможности, тебе нужно везде быть там, чтобы ухватиться, лучше выбрать, найти себе, чтобы иметь связи, иметь то. И только таким образом ты сможешь пробиться в этой жизни. Как я всегда говорю, часто говорю, ложь, фамилия, имя, отчество. Ложь, фамилия, имя, отчество. Если в этом всем уравнении нету кого? Бога. Все это обречено на поражение. Все это обречено на падение. Все это обречено на неуспех. И потом он говорит, на Господа уповаю. Как же вы, говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Вы знаете, это единственный, знаете, голос вопиющего в пустыне. Все ему говорят, улетай, все ему говорят, убегай, а он говорит, я на Господа уповаю. Вы смотрите на все это человеческими глазами, вы видите вот эту кучу врагов вокруг меня, вы видите вот эту всю опасность, которая меня окружает, вы ее только видите, но вы не видите, что за этим всем. Помните, мы с вами говорили, было два
известных ветхозаветных пророка Илья и Елисей, да, и вот, ну, мы не будем сегодня читать эту историю, но Илья был пророк более известный, и он был один из двух людей, описанных в Библии, которые не увидели смерти, которые были взяты при жизни на небо, да, второй был еще Енох, такой человек в первом мире, до потопа. Так вот, Илья, когда он был взят, тогда явился духовный мир, да, в виде конницы и колесницы огненной, то, что не было заметно никому, явился Елисею, да, то есть это вот тот духовный мир, о котором мы говорим, который мы не видим, но он есть. И вот ему физически он его увидел. И потом, когда уже Елисей был пророком вместо Илии, было то же самое с его слугой, когда слуга тоже подошел, говорит, окружили дом, теперь вокруг нас стоит сирийское войско, нам не выбраться. И он говорит Господу, открой ему глаза. И Господь открывает слуге Елисея глаза, и он видит конницу, огненную, колесницы вокруг, то, что невидимо другому человеку, никому не видно. Это Бог своим духовным войском окружил уже войско неприятелей, и он говорит, смотри, что на самом деле происходит. Ты видишь только то, что заметно человеческим глазом, но ты не видишь то, что на самом деле происходит в духовном мире. Так вот, в данном случае Давид рассуждает духовно, логически, человечески. Да, тебя бегут, тебя за тобой гонятся, тебе угрожают, тебе плохо. Убегай, смотри, где лучше, ищи выходы, задействуй все знакомых, задействуй все, что можно. Там твое спасение, там твой выход, там твоя душа. А Бог говорит, ты придешь туда. Так было во времена пророка Исаии, когда некоторые люди, когда Вавилон захватил Израиль, они решили не покориться Вавилону, а решили побежать в Египет, думая, что там лучше. А он им говорит, нет, не бегите в Египет, оставайтесь здесь. Да, здесь пришли завоеватели, здесь кажется плохо, но здесь вам Господь сказал быть через меня, будьте здесь. Они сказали, нет, это не от тебя, это не от Господа. Ты не говоришь нам правду. Он говорит, хорошо, я вас еще раз предупреждаю, вы поедете в Египет, вам кажется там лучше, но вы погибнете, так и случилось. Так и случилось. Не везде, где другие устраиваются, не везде лучше нам. А там, где Господь хочет быть, потому что Господь говорит, я делаю все не так, как делают люди. Мое мышление не так, как мышление этого мира. Поэтому уповайте на Господа. Господь, а что мне делать? Мне кажется, что нету выхода. Мне кажется, нету света в конце туннеля. Господь обязательно этот свет покажет, если мы будем уповать на Господа. И вот он говорит дальше. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Когда разрушены основания. Ну, как вы думаете, о каком основании здесь он говорит? Об основании дома? Как вы думаете? Основание Христа. Я думаю, что не основание дома, да? Я думаю, что вы согласны, да? А о каком основании? Основание веры. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Ну, основание веры, я не думаю, что тут про основание веры. Нет, в данном случае, опять же, давайте смотреть в контекст. Видите, он говорит, я царь, но на меня собралось много нечестивых людей. То есть возмущение в стране произошло. То есть страна, основания страны разрушились. Нету мира в стране, нету мира в обществе. И мы все с вами это пережили. Абсолютно. Мы все с вами пережили же развал Советского Союза. Помните, да? Основания страны разрушились. И каждый что? Начал искать момент, как устроить свою жизнь за счет других, да? Основания разрушились, законы разрушились. Нету, как говорится, нету системы. И вот он говорит, что праведник делает? Мы знаем, что делать нечестивый. Нечестивый замышляет планы. Вы помните, что было в 90-м году? Какая была преступность? Помните, сколько было всяких этих убийств и воровства? Да, сейчас оно есть, но оно где-то там, да, то есть как бы на таком вот уровне, как мы с вами живем, еще более-менее. Там, конечно, все оно было и есть. Но тогда было действительно страшно. Тогда мы тебя могли за холодильник убить. Да, и такие моменты были. То есть тогда люди действительно жили в страхе. Серьезно. Сегодня
как бы на уровне, может, таком параллельном, да, или вот на горизонтальном его нету. Там, конечно, была коррупция, есть и будет, это понятное дело, но так или иначе, люди, опять же, что делает праведник, что делает праведник? А праведник уповает на Господа. Да? И вы знаете, есть очень хороший стих в той же книге пророка Исаия, который я уже говорил, и я хотел бы вам его прочитать, потому что этот стих был и есть упованием для меня. Несколько стихов. Смотрите, что он говорит. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Представляете? Реки, огонь, да, вода, то есть это все, что Господь говорит, ты будешь проходить, ты будешь, я не даю тебе не проходить, ты будешь проходить, но я с тобой. И ты должен уповать на меня в этом всем, не на человека, не на систему, не на что-то другого, потому что когда основания разрушились, то все. И вот еще один стих, который тоже в книге пророка Исаия, который я очень люблю. Смотрите, что говорит здесь пророк Исаия. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Твердого духом. То есть все рушится. Нету просвета, нету надежды. Кажется, все ушли, все убежали, все уехали, все оставили. Но ты продолжаешь верить. Ты продолжаешь уповать. Ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Когда разрушились основания, тогда Господь остается нашей твердыней. И вот еще один интересный стих, который я тоже очень-очень люблю. Вы, наверное, заметили, я особенно готовился к сегодняшнему изучению, потому что этот псалом мне был настолько и есть настолько близок, что смотрите, что пишет далее Павел. Второе послание Тимофея, 2 глава. «Но твердое основание Божие стоит». Твердое основание Божие стоит. Все основания разрушились, но Божье основание стоит. «Имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». То есть, Господь знает всех, кто Его. Он всех своих детей знает. Он на них всех, написано, положил печать. И эта печать является Дух Святой. Совершенно верно, молодцы. То есть Господь всех знает. И что Он говорит? Когда хочется вдаться в то, что делают все остальные, когда массово идут туда, массово идут сюда, массово бегут туда, да, написано, отступите от неправды. Даже если все делают неправильно, даже если все подались в ложь, вы, праведные, имеющие Духа Святого, отступите от неправды. Не будьте увлекаемы этим миром, не будьте увлекаемы другими людьми. Дух Святой есть тот, который вам говорит. Дух Святой есть ваш внутренний закон. И вот по этому закону вы поступаете. Дух Святой вам обязательно скажет. Поэтому, когда разрушено основание, что сделает праведник? Праведник отступает от неправды. Праведник не идет за толпой. Да? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах. Очи его зрят. Вежды, опять же, его, как называется? Это вежды, это веки, да, совершенно верно. Вежды его испытывают сынов человеческих. То есть он испытывает каждого, и праведника, и неправедника. Он испытывает, что будет делать человек. Будет ли он уповать на Господа, или он подастся за толпой. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Вы говорите, а что ненавидит? Ну как ненавидеть? Вот столько людей, эти неправедные люди, эти ужасные люди, эти преступники, злоумышленники, столько они, как говорится, понаделали зла, понаделали разных моментов.
И им вроде бы сошло с рук, и вроде бы живут, и благоденствуют, и детей устраивают, и дома имеют, и ничто их не берет, да? Мы об этом всем будем читать, кстати, в псалмах далее. Мы об этом всем будем читать, об этом всем говорится, псалмы наполнены именно вот этими моментами, потому что не только мы с вами, а и люди того времени то же самое задавали вопросы, те же самые задавали вопросы. Господь, а что такое? Как так получается, когда ты... Вроде бы этих людей, они себе процветают. Мы тут бедствуем, мы тут в тебя верим, и мы терпим всякие разные неудобства, несчастья, болезни, преследования, а те жируют, пируют, да? Ну это здесь, а там... Ну, так вот, опять же, рассказ, который Иисус предложил людям того времени, да, про Лазаря и богача, когда мы читаем богач, здесь пировал, одевался красиво, да, все хорошо, но попадая туда, он понял, да, но немножко уже было поздно, да, и говоря с Авраамом в том мире, Авраам ему говорит такие слова: чадо, ну ты же уже получил свое, ты получил в этом мире, ты получил в этой жизни, что ты еще хочешь, ты свое уже отжил, ты свое получил. Понимаете? И вот когда мы смотрим на это, мы должны понимать, что да, на что мы меняем. Есть такой момент, как называется калькуляции, то есть момент вычисления. И вот Иисус тоже об этом говорит. Когда Он говорил с евреями, Он говорит: смотрите, когда вы, например, строите что-то, и у вас не достает денег, вот сядьте и сделайте смету. Подумайте, хватит ли вам, скажем, там, на какую-то сумму построить дом или построить что-то. Если не хватит, то что будет? Вы остановитесь, да, и оно будет так стоять, как у нас и стоит. Вы знаете, да? Да, и все будут смотреть и говорить: а что такое, что с этим человеком не то? Что он строил или не достроил? То есть не хватило денег или разорился или что, да? Или если, скажем, одно государство и второе государство, и вот одно напало на другое, но то государство, как говорится, сильнее, чем первое, да, то что первое государство что может делать? Может сопротивляться, может, как говорится, кулаками махать на более сильное государство, или должно немножко сесть и подумать: слушай, ну мы же проиграем эту войну, нас же не так много, у нас нету войска, может быть, нам стоит все-таки как-то заключить мир, послать посольство, может быть, выйти на общие условия и так далее и тому подобное. То есть вот что он говорит. То есть это что значит? Он говорит иудеям, и сегодня через них он говорит всем нам: послушайте, с кем вы тут собираетесь бороться? С Богом? Вы хотите на своих условиях жить? Вы хотите жить, как вы хотите? Живите, не проблема. Но подумайте, что в конечном итоге вы перейдете в другое, как говорится, измерение. Да, вы перейдете в духовный мир, а там уже будет поздно. Поэтому подумайте сейчас, сделайте калькуляцию, на что вы меняете. Да, вы хотите пожить в этой жизни хорошо? Не проблема. Поживете в этой жизни хорошо, но в той жизни, которая называется вечная жизнь, вы потеряете все. Вы потеряете все. А в этой жизни, чтобы вы знали, даже самые богатые люди, как мы с вами уже говорили много раз, они не живут счастливо. Я не знаю, что вы понимаете под счастьем. Если кусок хлеба на столе или там крыша над головой, если в этом все счастье, то это очень примитивное понятие счастья. Да? Если вы думаете там, как говорится, ездить по всяким разным курортам или еще что-то такое, но это очень примитивное понятие счастья, если вы думаете, что в этом счастье. Да? То есть такие люди богатые, вот давайте возьмем пример вчерашний. Вчера пример. Ну, вы знаете, кто Билл Гейтс? Кто-то знает, кто Билл Гейтс? Да. Знаете, да? Это основатель компании Microsoft. Да? Вот компьютер, который вот тут стоит, да? Вот компьютер, который стоит, вот он работает по системе Microsoft. То есть система Microsoft это вот как бы система, на которой не будет системы Microsoft, этот компьютер не будет работать. То есть это тот человек, который создал, можно сказать, компьютеры практически, которые сегодня работают по всему миру. Он был первый, да, и вы знаете, он один из богатейших людей этого мира и был долгое время самым богатым человеком. Но если вы слышали, в Америке сейчас идет большой скандал по поводу одного бизнесмена, которого звали Джеффри Эпстин, да, и вот этот Билл Гейтс замешан оказался там. Его имя там, как говорится, засветилось. И вот вчера его вызвали в Вашингтон, столицу, да, чтобы он давал показания.
по поводу того, каким образом он был замешан как говорится, в жизни этого человека. Скажите, пожалуйста, ну, я не знаю, вы когда-нибудь, вот мы с Зоей Ивановной знаем, о чем мы говорим, о судах, да, потому что и она, и я, и мы столкнулись и с молдавскими судами здесь. Это, конечно, очень неприятно. Мне приходилось сталкиваться с американскими судами, это еще более неприятная штука, да, но это такое, знаете, как бы я ни в чем не был виноват, ну просто потому что я работал в медицине, то есть там кто-то, знаете, кто-то умирал, от кого-то тебя там начинают допрашивать, а как умер, а почему умер, за что умер, и ты должен давать показания, да, то есть ты должен сказать все, что ты знаешь. И когда тебя начинают трясти от царя Гороха, все, да что, да как, где ты жил, где ты был, где ты выучился, как ты учился, а что, сколько ты сказал слова, сколько ты не сказал, почему ты сказал то, почему не сказал это, то, конечно, тебя начинает это все напрягать. Это все нервы, да, это все переживания, это все эмоции, стрессы. И самое страшное, да, это все показание может длиться там 2 часа, 3 часа, но ты еще думаешь за это. А после этого ты тоже додумываешь о том, а как оно все прошло, а сказал ли то, а не сказал ли то, а какой будет исход, и так далее и тому подобное. Понимаете, да? То есть жизнь людей, даже таких, кажется, богатых, тоже омрачается разными моментами. Во-первых, то, что он был связан с этим бизнесменом, думал, что это все пройдет, думал, что это все, как говорится, закроется. Потом он развелся с женой, опять же, потому что она узнала кое-какие моменты, ему пришлось это пройти и через это. То есть, что вы понимали, когда мы смотрим на счастье, мы счастье меряем мерками других людей. Вау, вот он живет в доме. Вау, ему не нужно думать о куске хлеба. Но мы совершенно не знаем, через что проходят те или другие люди, и потому нам только кажется. Когда мы понимаем счастье, мы создаем себе определенный образ, который на самом деле не есть образ истинный, а образ, который мы себе нарисовали. Поэтому в данном случае, о чем я хочу еще раз сказать. Господь испытывает праведника. В чем наше счастье? В чем наша радость? Я вам скажу честно, вот прожив, будучи христианином уже более 30 лет, я не нахожу счастья ни в чем. Хотя мне приходилось жить и в серьезной бедности, да, когда, извините меня, хватало, то есть кушали только хлеб и макароны, и такое было, да, и ничего другого не было. То есть никаких там мяса, сладостей, даже не думали об этом, да. И вы помните, те, которые пришли в 90-е годы, что и спали, как говорится, в одежде, то есть, да, и не мылись, может быть, даже днями, да. И мне приходилось жить и в хороших условиях, я не спорю. И были такие моменты, когда приходилось жить и в хороших условиях. Но ни то и ни другое не сделало меня счастливым. Ни то и ни другое не сделало меня счастливым вообще. И даже те места, в которых я был, которые тоже были очень хорошие, очень прекрасные, красивые, и возможно, что не все там будут когда-либо, но даже и эти места, видя то, как там живут люди, и вообще красоту от этого всего Божьего творения, оно не сделало меня счастливым ни на одну секунду. На тот момент, да, вау, да, классно, и все. Вот это был только момент вот этого вздоха, момент, как говорится, удивления, и на этом все. На этом все. Да? Потому что истинное счастье, истинная радость, это знать, что ты в руках Господа. Это знать, что ты ведом им. Это знать, что бы ни случилось, ты находишься в центре его воли. Это самое истинное счастье. И вы знаете, я вам скажу даже такой момент. Я в последнее время думаю, вот вы видите, да, вот в прошлом году вот меня спрашивали насчет того субботы, да, вот выходить. Вы знаете, это самое лучшее, что я могу сделать. Выйти и рассказать людям о Боге. Поделиться своим счастьем, насколько я могу. Рассказать им, что у вас другой надежды нет. У вас ничего, особенно в нашей стране, да и в другой стране, у вас нет никакой надежды, никакой человек, никакая партия, ничего, никакой добрый дядя, ничего. По первости, когда был такой, как Лиза, у меня была мечта, что я открою, я бежал к вот, почтовому ящику, открывал и надеялся, что мне придет письмо откуда-то, да, и там будет, значит, большая сумма денег. И мне казалось, что это изменит мою жизнь, да. То есть, или мне всегда хотелось стать английским королем, потому что мне казалось, что это изменит мою жизнь. Теперь мне хочется ни того, ни другого, потому что я понимаю, что ни то, ни другое ничего мне не даст. Но, опять же, самое лучшее – это поделиться.
И вот когда Павел говорит такие слова, горе мне, что если я не благовествую, горе мне, потому что во всем остальном я не нахожу ничего хорошего, ничего стоящего, ради чего бы стоило жить. Итак, дождем прольет он на нечестивые горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Скажите, подожди, какой чаши? Что за чаша? Чаша, да? Тут написано, давай еще раз прочитаем. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Знаете, что такое чаша? Чаша, да, чаша кана, да? Да, ваз, да, сосуд. Так вот о каком сосуде здесь идет речь, как вы думаете? Чаша гнева. Это описание гнева. Если вы читаете книгу Откровения, то вы заметите, что чаши упоминаются в книге Откровения не один раз. Не один раз. Там упоминаются чаши, как чаши гнева. Господь изливает одну чашу, вторую. Это значит мера его гнева. То есть, смотрите, он говорит, дождем прольет на нечестиво горящие угли, огонь, серу и палящий ветер. Это разные наказания, которые он посылает этим людям. И вы знаете, он это делает, как говорится, дозированно. То есть он не сразу, хоп, сразу все. Нет, он посылает одно. И смотрит, что делает человек. Он допускает, что делает человек. Человек кается, человек изменяется, человек отступает от греха, или человек продолжает упорствовать, продолжает не слушаться, продолжает не верить, да, и так дальше он изливает другую чашу, он изливает третью чашу. То есть в данном случае вы должны понять, что Бог тоже действует разумно. Он не дает сразу все, он смотрит, насколько человек прогнил, насколько человек отошел, насколько человек испорчен. Да? И те люди, которые не каются, не обращаются, они получают, как мы говорим, по полной программе. А те люди, которые осознают, те люди, которые понимают, начинают смотреть немножко духовными глазами, они начинают осознавать, почему даже стих книги Екклесиаста говорит, во время несчастий размышляй, не ожесточайся, не говори, Господи, за что, не говори, Господи, почему, не говори, Господи, а почему вот не ему, или не мне, а ему, и так далее, и тому подобное, а размышляй, что могло произойти в моей жизни, что я сделал, где я оступился, может быть, нужно поправить светильник. Да? Конечно, читаться. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Помните, мы с вами говорили, лицо его видит праведника. Праведному человеку он оборачивается своим светлым лицом. Deci partea clară sau partea luminoasă a vieții este întoarsă la cel neprihănit. Да? То есть он поворачивается к праведному лицом светлым, а к неправедному он поворачивается спиной. Да? И неправедный получает по своим заслугам. Поэтому, как важно, мои хорошие, не просто верить, а быть еще как Иов, праведным. То есть написано, отступить от неправды. Потому что, знаете, бывает, есть такое ложное суждение, что вот если человек поверил, да, вот он получил Духа Святого, да, все, он билет на небеса есть, а дальше все, живи как хочешь. Да, потому что все равно ты спас, билет на небеса у тебя есть, печать Духа Святого у тебя есть, а дальше живем как хотим. Нет, 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 ложь, ложь, ложь. Если ты имеешь печать Духа Святого, то ты должен жить по-другому. Ты должен своими делами доказать
Не заслужить спасение, а доказать, что ты есть измененный человек. Ты должен делами показать это. А что смысл или что толку, если ты будешь говорить, да, у меня есть Дух Святой, да, у меня есть вера, но не твой язык, не твои действия, ничего не доказывают, что ты являешься измененным человеком, что ты являешься праведным человеком. Поэтому, мои хорошие, когда мы читаем эти слова, мы должны помнить, что написано «докажите в добром деле». И вот смотрите, мы с вами читали уже этот стих несколько раз, но еще раз прочитаем, может быть, особенно для тех, кто нас будет слушать по интернету. Смотрите, что написано. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Когда мы приходим к Господу, Он нам дает все необходимое для жизни. Да, Он не забыл про нас. Написано, все потребное для жизни и благочестия. То есть не просто жить, не просто прозябать, не просто, как говорится, на бреющем полете пройти, а еще и благочестиво пройти. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обещания, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть Он нам дал силу, Он дал нам возможность удаляться от того, что в мире происходит. Растление, разложение. То есть Он нам дал возможность, да, жить в этом мире, в этой стране, в это время, не так, как все остальные. То вы, прилагая к всему все старание. То есть не просто, ну Он дал, так и будет. Как хочу, так и живу. Нет. То вы должны прилагать все старание. Покажите в вере вашей. Вы покажите. Вы старайтесь. То есть и наше, как говорится, вовлечение тоже должно быть. Через веру, да? Добродетель. Добродетели, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть Он нам дал возможность, Он нам дал потенциал, Он нам дал зерно, Он нам дал Духа Святого, а теперь мы, понимая, каким образом живет этот мир, куда он идет, мы говорим, а я не хочу так жить, а я хочу жить по-другому. Да, пусть этот мир смотрит на меня, как на белую ворону, пусть он смотрит на меня, как будто я не от мира сего, да, как с другой планеты, но я буду жить по-другому, и у меня есть эта возможность, Дух Святой во мне есть, и потому я прилагаю старания показать в моей вере добродетель. Само слово добродетель, оно уже само себя говорит, добрые дела, то есть совершенно верно, мы говорили об этом, то есть плоды Святого Духа. И опять же, как жить? Да на меня будут смотреть, да на меня будут показывать пальцем. Мы молимся и мы верим, что Господь дает нам силы, Господь откроет наши уста, Господь поменяет нас. Мы молимся и просим Его, Господь, соделай это в моей жизни. Я начинаю свой день, Господь, мой разум, возьми под свой контроль. Все мысли, все слова, которые я хочу сказать, которые не угодны Тебе, которые не произведут никакого назидания, которые не будут благословения другому, просто удали. Просто не дай, чтобы они сошли с моего языка. То, что я слышу, то, что я вижу, чтобы оно не отвлекало меня от Тебя, чтобы оно не отвращало меня. Зачем эта информация? Ну зачем она мне нужна? Вот зачем? Просто так, чтобы знать, но она меня взбудоражит, она меня отвлечет, она меня заставит думать о чем-то плохом. То же самое мое сердце. Почему оно привязано? Почему? Оно действительно желает быть с тобой? Или оно желает быть с тобой только тогда, когда ты меня благословляешь, когда ты мне что-то материальное даешь? А когда ты не даешь, все, тогда зачем ты мне нужен? Зачем мне такой Бог? Мне нужен Бог, как золотая рыбка. Дальше. Чем я себя обязываю? Если я пребываю только в каких-то рассказах, пребываю в каких-то непонятных историях, книжках, и слушаю других, телевизор, не знаю что, и ни разу не открываю слово, и ни разу не питаюсь им, вы понимаете, что вы далеки от истины. То есть, куда вы пойдете, вы будете всегда повторять мнение других людей. Слушая телевизор, читая компьютер, читая разные книги, слушая истории других людей, вы будете всегда повторять мнение их. Но никогда не будете иметь мнение Бога. Никогда не будете смотреть Его глазами. Поэтому я очень мало
придаю значение другим источникам информации. И дальше написано, обувшись в сандалии благовестия. А это есть что? Это есть отдача. Когда вы получили благословение, вы его отдаете, вы делитесь им. Вот как я делюсь с вами, да? Я могу оставить это себе и просто, а зачем, ну что, мне я себя выучил, все нормально. Так люди этого мира. Нет, ну что, поделиться какой-то информацией, ценной, зачем? Не знаю. И дальше, щит веры. Господь, ты видишь, сколько много нападков сатаны, сколько много разных искушений, сколько много разных вещей, которые пытаются мою веру ослабить, охладить. Господь, прошу тебя, дай мне стоять твердо. Ты есть мое упование, ты есть мое основание. Я верю в тебя, я читаю псалмы, я подражаю Давиду. Я не слушаю тех людей, которые говорят, а иди там, а там тебе будет лучше. В той церкви тебе, как говорится, лучше послушать, да, а здесь нет. Или там, вот, как говорится, поедешь туда, и там тебе будет, приехал туда, там ничего нет. Вот. Поэтому, опять же, это есть все оружие. И мы с вами читали, те, которые со мной уже давно, вы помните, мы с вами изучали, как важно себя охранять, надевать все оружие вот этой молитвы. Поэтому, мои дорогие, чтобы вы, читая такие псалмы, назидались, утешались, укреплялись и, самое главное, подражали царю Давиду. Это называется жить или верить не в обстоятельства, а верить в Бога. К сожалению, сегодня многие верующие люди, они верующие в обстоятельства, то есть обстоятельное христианство. Христианизму де circumstanze, да, то есть мы верим в Бога по обстоятельствам. Когда обстоятельства нам способствуют, тогда мы верим. Когда обстоятельства нам не способствуют, тогда мы начинаем расхолаживаться и отступать. Это не есть истинное христианство. Это не есть истинная вера. Вера, которая базируется, care este axată pe circumstanțe. Asta nu este credința veridică. Да? Это не есть истинная вера. Креденция или вера истина, она базируется на Боге. Зная, что Господь допускает определенные трудности на время, но и также дает нам облегчение. Поэтому помните и продолжайте стоять твердо. Вопросы? Все понятно. Все понятно? Хорошо. Мои хорошие, в следующий четверг мы с вами не встречаемся. Я уезжаю в Алконешты, потому что там будет евангелизационное служение. Да, ты можешь. Да,